Привет, меня зовут Светлана. Сегодня 24 июля 2021 года. И у меня на канале первое отчетное видео по работе «Любимая мелодия». Но сразу в начале видео я хочу поблагодарить всех комментаторов. Друзья, огромное вам спасибо за колоссальную поддержку. Комментарии просто воодушевляют, окрыляют и стимулируют, и мотивируют. Большое вам спасибо, я просто снимаю шляпу. Также спасибо за лайки и дизлайки, все это обязательно большое всем спасибо. Но важны мне еще ваши отклики, почему иной раз задумываюсь перед выбором очередной истории. Вот стоит озвучивать или нет, в каком объеме. У меня, кстати, жесткая цензура, я кое-что выношу таки за рамки повествования. Я же понимаю, что слушают в основном вышивальщицы, натуры хрупкие, творческие, вышивающие в момент просмотра, прослушивания, да, что-то нежное, цветочное, трогательное, восторженное. И тут я врываюсь с пиратами, конкистадорами, на летучем голландце, да иной раз и на ночь глядя. Вот и мучают сомнения, не напрягаю ли я свою аудиторию. Хотя я знаю, да, среди нас есть уже такие проверенные морские волки, которые, повторюсь, с успехом прошли и пламя Инквизиции, и чуму, и охоту на ведьм. Для них пираты — это так, мальчишки в шортиках. Ну, в общем, не спугнешь. А вот для юных, вновь прибывших зрителей могут показаться истории такой грубой неожиданностью. Ну да, мы не часто совершаем паркетные прогулки, такие как в недавнем видео о шедеврах. В основном нас носит по бескрайним морям, по избитым дорогам, непроходимым сельвам, да еще и не всегда в компаниях, приемлемых для хороших девочек. Ну да, друзья, средневековье — это, конечно, кровавые крестовые походы, монголо-татарская иго, византизм, непотребство церкви с инквизицией, торговля индульгенциями, жуткая грязь городов, бездорожье, абсолютизм, поголовная неграмотность, забитость, неурожай, голод, дикие предрассудки, как правило, ранняя смерть. Но вместе с тем это эпоха, в которую наблюдался расцвет литературы, искусства, архитектуры. Это эпоха, когда при монастырях открывались школы и библиотеки. Храмы и дворцы повсеместно украшались мозаиками и фресками. Были организованы книгописные мастерские, возникали многочисленные школы миниатюры. Также возникали первые парламенты, созданы акты о правах, построены первые европейские университеты и величественные соборы. И, кстати, романские готические стили стали визитной карточкой средневековья. А скачок в развитии технологий менее чем за столетие было сделано больше изобретений, чем за предыдущее тысячелетие. Часы, очки, шелк, витражи, компас, астролябия, ветряные мельницы, артезианские скважины, доменные печи и чугун, обработка металла, печатный станок, успехи судостроения. Огромное количество греческих и арабских работ по науке и медицине было переведено и распространено по всей Европе. Вот об этой эпохе я и говорю в своих видео под ваше рукоделие, а также представляю и свои вышивальные отчеты. Ну так что будем считать, что курс подготовки вновь прибывшего зрителя я провела. Пишите комментарий, что вы, как вы к этому ко всему относитесь. Вот и сегодня в продолжении морской тематики я предлагаю нам направить наш фрегат к берегам средневековой Италии, так как нам предстоит знакомство с пиратом жестким, жестоким, алчным. Ну, понятно, пират есть пират, другим он не может быть.
который смог занять папский престол. Одним словом, прикоснемся к очередной тайне Средневековья. Ну а первым пунктом, конечно, будет отчет о старте и продвижении. Итальянский художник Евгенио Эдуардо Зампиги подарил миру картину «Любимая мелодия», а творческая мастерская артель «Белый кролик» разработали схему для вышивки. Вот по ней я сейчас и работаю. Она мне очень понравилась. Схема, напомню, размер 576 на 420 стежков, 200 цветов, из них 102 бленда. И вот что на сегодня получилось у меня вышить. А вышила я за 5 дней около 6000 крестиков. В процентах это 2,4 от общей работы. Вышиваю крестиком в 2 сложения нити. Канва, напомню, 18 каунт. Ну, расскажу какое сложилось мнение, да, на данном этапе работы. Ну, понятно, я только в самом начале пути. И на данный момент меня все устраивает. Как мы можем видеть, шахматки пока нет на отшитом участке. Сейчас приближу, чтобы он мог сфокусировать. Я очень боюсь и не люблю шахматку. Объясню это, когда два разных цвета смыкаются в шахматном порядке, и это явно видно на готовом вышитом участке. Но при вышивке шахматка, понятно, присутствует, но благодаря удачно подобранным блендам, по моему мнению, в итоге она растворяется, как бы все становится единым целым. То есть ярко выражено нет шахматки. Пиксельности в деталях на данном этапе вышивки я тоже пока не наблюдаю. То есть детали не рассыпаются по краям на стежки. Мы находимся с вами сейчас. Работа наша. Каминная полочка. Вот там свеча, всевозможная утварь. Вот. Вроде бы все меня устраивает. И свеча, и тень, падающая на стену. Пока все устраивает, все нравится. Работа сложная. Чем-то мне напоминает Golden Kite. Много единичек, двушек, трешек, четырешек и так далее. Там, в общем, но кто предупрежден, тот вооружен. Уровень сложности дизайнером был заявлен 5 из 5 возможных. Поэтому я знала, с чем придется столкнуться. Но меня не напрягают ни бленды, ни единички. Понятно, это скорости не придает, но для меня главное результат. Да, я люблю вышивать, процесс, все это мне нравится, но результат для меня первостепенен. Я-то выбираю сюжет, правильно? Если бы просто вышивать, я бы, просто вышивала бы, да и все. Но хочется картинку красивую. Вот они. Очень хочется увидеть у себя такую картину. Наши голубчики. Вот как он улыбается, как ему нравится, что он доставляет такую радость и удовольствие своей любимой. И ей радостно проводить время за рукоделием под музыку. Я надеюсь, что у меня попадает вышитые рамочки. Вот у меня подвернута канва.
наш главный герой. Ну, посмотрим. Думаю, я вот смотрю на картинку, на уже отшитое пространство. Ну, думаю, что он должен попасть. Во всяком случае, очень этого хочется. Ну, пока на сегодня, друзья, вот такой отчет, итог, впечатления, ощущения по вышивке. Все, что могу сказать пока. Конечно, немного, ну, понятно только в начале пути, что такое 2 с небольшим процента. Ну, вот все, что видим. Пока да. Надеюсь, что будет и дальше все благополучно. Ну что, теперь перейдем ко второй части видео. Итак, друзья, знакомьтесь. Балтазар Косса, пират на папском престоле. Занятно читать историю римских пап. Католические летописцы то прославляют великих понтификов, то объявляют их злодеями, слугами дьявола или вообще стараются доказать, что того или иного папы не существовало. От всего этого произошла изрядная путаница в папском списке. Иоанн VIII существовал дважды, как легендарная женщина на папском престоле, папесса Иоанна, и как первосвященник, реально правивший в 872-882 годах. А Иоанн XXIII попросту вычеркнут из истории понтификата. Его номер был присвоен как бы впервые кардиналу Джованни Ронкали, избранному папой под именем Иоанна в 1958 году. Однако немногие, вероятно, знают, что задолго до наших дней уже существовал папа с таким же именем – Иоанн XXIII. В общем, папам по имени Иоанн как-то особенно не везло. Но наиболее яркая биография, безусловно, у того самого, вычеркнутого из списков Иоанна XXIII, 1410-15 года. Его настоящее имя – Балтазар Косса, граф Беланте, владетель Иски и Процинты. По семейному преданию Косса, их род восходил к эпохе Римской империи, и впервые имя Косса, а именно Корнелия Косса, римского полководца, упоминается в 459 году до нашей эры. Но к XIV веку род обеднел, а от прежних владений остался лишь остров Иския с несколькими деревнями. Доход от них позволял графам лишь сводить концы с концами. Впервые будущий глава католического мира прославился как один из самых смелых и удачливых пиратов Средиземноморья 80-х годов XIV столетия. Старший брат Балтазара, Гаспар, был известен как адмирал пиратского флота, прославившийся своими многочисленными набегами на суда в Средиземноморском бассейне. Молва о нем гремела на весь Апеннинский полуостров. Слава Гаспара заставляла страдать честолюбивого Балтазара. Младший брат тоже подался в пираты. В одной из операций своего брата 13-летний Балтазар получил боевое крещение. И в конце концов на этой стезе Балтазар преуспел даже больше, чем Гаспар. Он участвовал во всех крупных операциях на море и побережье и был в своей стихии, когда удавалось грабить, поджигать, угонять людей, брать пленных, в первую очередь женщин и девушек. Из них молодой пират выбирал себе все новых и новых любовниц взамен надоевших ему или отпущенных за выкуп. Братья облюбовали безлюдный остров в море и там хранили награбленные сокровища. Однако богатство, как и славу, трудно делить с другими.
Став знаменитым пиратом, Балтазар Коса покинул брата и начал промышлять разбоем самостоятельно. Но в один прекрасный день Балтазар внял совету матери, оставил пиратство и отправился в Болонью, в знаменитый университет, на теологический факультет. В Болонье он быстро выделился среди студентов благодаря своим способностям. Их скоро заметили все, и преподаватели, и студенты. Он считался первым учеником на факультете, был непревзойденным фехтовальщиком и любимцем женщин. Студенты признали Балтазара своим лидером. Он был зачинщиком всех университетских авантюр и приключений. И в любовных похождениях он был первым. За 5 лет учения Коса состоял в связи со многими жительницами города. Одно из любовных приключений привело к тому, что ему пришлось бросить учебу и бежать из города. Спасаясь от погони, он бежал в дом, принадлежавший кардиналу де Санта-Кьяре, где увидел молодую женщину необычайной красоты. Заметив раненого незнакомца, она не растерялась, позвала служанку и велела ей промыть и перевязать незнакомцу рану. Женщиной этой была уроженка Вероны Яндра де ла Скала. Ее дед и отец занимали пост правителя этого города, но в 1381 году в семье случилась трагедия. Отца Яндры убил его брат, который захватил власть в Вероне. Спасаясь от преследования, 17-летняя Яндра бежала в Болонью, где и прожила 4 года. Таким образом, в год встречи в 1385 Балтазара и Яндры ей было около 22 лет. Яндра с ранних лет интересовалась магией и чародейством, алхимией и астрологией, предсказаниями будущего. В те времена такие занятия считались еретическими и жестоко преследовались Святой Инквизицией. Яндра рисковала, но ее взял под тайную защиту кардинал де Санта-Кьяре, поселивший девушку в своем доме и сделавший ее своей любовницей. В течение полугода кардинал укрывал от инквизиции обвиненную в чародействе Яндру де ла Скала в своем доме. Яндра спрятала Косу от преследователей, и утром он ушел. Пораженный ее необыкновенной красотой, Коса решил добиться ее любви и на следующий день явился вновь. Однако его ожидала неудача. Инквизиция выследила чародейку, и в то самое время, когда в ее доме находился Балтазар, произвела налет. Коса отчаянно сражался, пытаясь вместе с Яндрой прорваться в город, где он рассчитывал затеряться в толпе. Но они были схвачены и посажены в тюрьму. Арестованных допрашивал сам великий инквизитор Италии Доминика Брантолино. Яндру обвинили в том, что она отреклась от Спасителя и поклоняется дьяволу. Косу в том, что он ее пособник и любовник. Обоих ожидал костер. Одной из любовниц Косы, Эмме де Вероне, удалось добиться свидания с ним. Она успокоила Балтазара сообщением, что казнь состоится не раньше, чем через 3 месяца. Балтазар через Имму де Верону сумел передать весь брату Гаспару и своим соученикам. Не прошло и месяца со дня ареста, как он оказался на свободе, причем совершил побег с присущей ему дерзостью. Коса убил стражника и в его одежде вышел из тюрьмы, после чего затерялся на улицах Болоньи. Балтазар встретился с Гаспаром, и они разработали план по спасению Яндры, предусматривавший штурм тюрьмы. Под началом Гаспара насчитывалось 120 пиратов, которые могли захватить не только тюрьму, а даже весь город. Кроме того, пиратам вызвался помочь кондотьер Альберинго Джусиано. За 2000 искуда он дал им в помощь 100 своих наемников. В феврале 1385 года
Они захватили тюрьму, перебили стражу и освободили Яндру. У стен тюрьмы и внутри разыгралось настоящее сражение. Балтазар был в очередной раз ранен. Вскочив на лошадей, Коса и Яндра, сопровождаемые друзьями, вырвались из Болоньи. С группой ближайших сподвижников и Яндрой Балтазар бежал в Пизу и стал снова пиратом. 4 года его корабли бороздили воды Средиземного моря, набрасываясь на все проходившие суда, независимо от их национальной и государственной принадлежности, захватывая их экипажи и пассажиров. От нападений его флотилии страдали берега Франции, Испании и Италии, арабских стран Магриба. Как-то, возвращаясь после очередного налета, флот Коссы попал в сильнейший шторм. Погибли все суда и весь награбленный груз, в том числе 500 рабов. Вместе с Косой в лодке спаслись только Яндра, Рене Ригуинджи и одноглазый гигант Гуиндачо Буанакорсо. Более суток мотала их по морю, пока не выбросила полуживых на берег. В лодке Балтазар и Гуиндачу дали обет, что в случае спасения станут священнослужителями. Купив у какого-то пастуха осла для Яндры, потерпевшие кораблекрушение тайно стали пробираться вдоль берега, но через 3 дня были опознаны жителями и, несмотря на отчаянное сопротивление, схвачены. Их поместили в подвале какого-то дворца. Случаю было угодно, чтобы во дворце в этот момент оказался папа Урбан VI, как раз ведший борьбу с коалицией светских и духовных князей, противниками его избрания. Урбану VI обманом удалось захватить нескольких кардиналов, епископов и архиепископов и подвергнуть их пытками, чтобы они признали якобы свою вину. В этом случае можно было бы вместо них назначить своих приверженцев. Источники не указывают имени человека, которому Урбан VI поручил следствие над кардиналами. В них говорится только, что следствие понтифик поручил бывшему пирату, ставшему священнослужителем. Варианты, конечно, возможны, но уж слишком бросаются в глаза совпадения. Итак, Косса, безмерно разбогатевший, отошел от беспокойной жизни пирата, а точнее сменил ее на стезю папского тайного агента. Позднее Коссе довелось выполнять тайные поручения нескольких пап. Он самолично пытал и казнил кардиналов, обвиненных в заговоре. Вновь избранный после смерти Урбана VI папа Петр Томачили, принявший имя Бонифация IX, был другом семьи Коса и ровесником Балтазара, но, в отличие от последнего, слыл безграмотным невеждой. Он немедленно назначил Коссу архидиаконом в собор святого Евстафия для того, чтобы способный помощник был всегда при нем в Ватикане. По мнению современника и биографа Коссы, секретаря Ватикана Дитриха фон Нима, Бонифаций IX не мог ничего решить самостоятельно, и всеми делами фактически заправлял Косса. Он составлял папские буллы и энциклики, писал тексты анафем, которые папа направлял своим врагам, устанавливал цены за должности, объявлял аукционы по ним и придумывал другие способы пополнения папской казны. Балтазар стал незаменимым человеком при папском дворе и пользовался выгодами своего положения. Его друзья, спасшиеся вместе с ним при кораблекрушении, а затем из крепости, получили выгодные должности, а Яндру Балтазар поселил в одном из роскошнейших римских палаццо и навещал ее по ночам, не упуская, впрочем, возможности встречаться и с другими женщинами. Он внимательно следил за изменениями в политической жизни.
когда один из противников Бонифация IX Колумна организовал против него заговор, Косса встал во главе папского войска. Заговорщики были разгромлены, а главных зачинщиков повесили. В благодарность за заслуги 27 февраля 1402 года Бонифаций IX возвел своего друга в сан кардинала. Уже упомянутый выше секретарь Ватикана Дитрих фон Ним писал: «Неслыханные, ни с чем не сравнимые дела творил Косса во время своего пребывания в Риме. Здесь было все: разврат, кровосмешение, измены, насилие и другие гнусные виды греха, против которых обращен был когда-то гнев Божий». И далее. Только в Болонье Коссе удалось совратить более 200 женщин. Он поехал туда по поручению папы для решения различных вопросов, касающихся церкви и политики, но не забыл при этом и своих любовных дел. Любовницами его были замужние женщины, вдовы, девушки и монашки, жившие в монастырях. Некоторые из них любили его и добровольно становились его любовницами, но некоторые были грубо изнасилованы прямо в монастырях. В начале 1403 года Косса отправился по поручению Бонифация IX в Болонью, чтобы выяснить политическую обстановку и попутно попытаться разыскать Имму да Верону. Напомню, это та, которая помогла бежать ему из тюрьмы, с которой не виделся он 18 лет. Но Иммы в Болонье не оказалось. По словам ее бывшей служанки, она вышла замуж и переехала жить в Милан. Из Болоньи Косса в начале 1403 года выехал в Феррару, где возглавил войско, которое вскоре заняло Болонью, Реджо и Парму, то есть города, отпавшие от папской власти и управлявшиеся местными феодалами. В этой операции Балтазар Косса проявил себя не только как способный военачальник, прекрасно разбиравшийся во всех тонкостях стратегии, но и как отличный политик и превосходный дипломат, ловко использовавший интригу, обман и предательство. В результате 25 августа 1403 года самые богатые приходы Папской области оказались в подчинении папского легата кардинала Балтазара Коссы. Продвигаясь к цели, Косса оставлял за собой море крови, но эта беспримерная жестокость только поднимала его в глазах Бонифация IX и кардиналов. Во всех военных походах Балтазара сопровождали двое его верных друзей, два старых пирата – Рине Гуинджи и Гуиндачо Буанакорсо. Первый из них, знакомый с теологией, благодаря поддержке Коссы, выдвинулся и стал епископом Фано. Ну а Гуиндачо Буанакорсо остался простым священником, так как даже Косса не решался дать ему более высокий сан. В ноябре 1406 года Балтазара известили о том, что в Риме скоропостижно скончался от апоплексического удара папа Иннокентий VII, преемник Бонифация IX, правивший всего 2 года. Косса немедленно выехал из Болоньи в Ватикан. Эммануэль Фончелли пишет: все знали, что папа Иннокентий VII постоянно завидовал политическим успехам своего легата и помышлял о том, чтобы лишить его управления Болоньей. И когда он умер, поползли слухи, что он отравлен Коссой и его единомышленниками. Со временем эти слухи подтвердились. Официальное обвинение в убийстве было предъявлено Коссе только в мае 1415 года на Константском соборе, а в ноябре 1406 года конклав по его совету избрал папой Анджело Карарио, который принял имя Григория XII.
Первым протокол об избрании папы подписал Балтазар Косса. Григорий XII понимал свою зависимость от всесильного кардинала. Он во всем советовался с ним, оставив его легатом в Болонье. Это был наиболее видный и значительный пост в папском государстве. Косса стал первым из кардиналов. Но постепенно Григорий XII стал тяготиться опекой Коссы и, чтобы ослабить его влияние в среде высших священнослужителей, назначил много новых кардиналов. Взаимоотношения папы и первого кардинала обострились. Григорий XII предал Балтазара Коссу анафеме и лишил звания и прав легата. Жители Болоньи и Романьи освобождались от клятвы верности Коссе. В ответ на это Косса объявил себя абсолютным и независимым властелином областей, которыми он ранее управлял от имени папы. Кроме того, он приступил к объединению священнослужителей и правителей государств, недовольных правлением папы Григория XII. Известно, что 7 апреля 1378 года, впервые после 76-летнего перерыва, конклав собрался не в Авиньоне, а в Ватикане, чтобы избрать нового папу. 4 кардинала-итальянца избрали папой архиепископа Бартоломео, принявшего имя Урбана VI, который обосновался в Риме, а кардиналы-французы, вернувшись в Авиньон, избрали папой Роберта Женевского, принявшего имя Климента VII. Так было положено начало расколу Римской церкви. Этот раскол католического мира внес необыкновенную путаницу в церковные дела. Пап избирали сразу по двое, причем каждый из них называл соперника антипапой. Так, в начале 15 столетия в разных городах со своими конклавами восседали Григорий XII и Бенедикт XIII. 15 июня 1409 года 24 кардинала собрались в Пизе, чтобы низложить этих пап и избрать одного. Большинство кардиналов высказалось за то, чтобы папой стал Косса. Но бывший пират считал, что его время еще не пришло, и, поблагодарив собравшихся, предложил кандидатуру критянина Петра Филарга, кардинала и профессора Парижского университета, известного своей образованностью и высокой моралью, принявшего имя Александра V. Теперь, после Пизанского собора 1409 года, пап стало 3. И каждый из них предал анафеме 2 других. Косса щедро обеспечивал Александра V средствами и при этом держал папу в полной зависимости, делая все, что хотел, и по существу управлял церковью. В это же время Косса вновь встретил Имму де Верону. Узнав о соборе, она уговорила мужа приехать в Пизу, и вот уже 10 дней жила в городе, тайно приходя к дому, где поселился Косса, в надежде увидеть возлюбленного. Балтазар снял лучшее палаццо в городе, чтобы там встречаться с Иммой. Их идиллия продолжалась почти месяц, пока Яндра не выследила любовников. Нанятый ею убийца 4 раза ударил Имму стилетом. Негодяя схватили и заставили назвать имя заказчика убийства. Хотя раны Иммы оказались несмертельными, биографы убеждены, что Косса отравил Яндру. Зная о человеческих качествах Коссы, в это легко поверить. Да, в общем-то, и в смерти Александра V, которая случилась по странному совпадению в один день со смертью Яндры 3 мая 1410 года, скорее всего, от отравления, некоторые тоже обвиняли архиепископа Болонского. Коссе очень нужна была папская власть.
После смерти Александра V теперь уже никто не стоял на пути Косы к престолу апостола Петра. Требовалось лишь собрать кардиналов, которые утвердили бы избрание Косы, но прежде он расправился с епископом Фано, своим старым другом Ренери Гуинджи. Он верно служил Коссе, но был любовником Яндры и сообщил ей, где живет Има. И этого Косса простить не мог. Он убил Фано в спальне его дома, после чего занялся своим избранием на Святой Престол. 17 мая 1410 года собрался конклав, состоявший из 17 кардиналов, и большинству из них Коса обещал деньги, дома, виноградники, земли, а также самые высокие церковные посты, если они изберут его папой. После смерти Александра кардиналы сошлись на том, чтобы заменить умершего человеком сильной руки, бывшим пиратом, папским агентом и палачом Балтазаром Коссой. Он был избран единогласно и возведен на престол 25 мая 1410 года. В это время к нему приехала Има. Она ушла от мужа, чтобы никогда больше не покидать любовника. Теперь Коса добился, чего хотел, и занялся неотложными государственными делами. Надо заметить, что Коса долго колебался перед тем, как принять новое имя Иоанна XXIII. Кресло понтифика Коса занимал недолго, но надо отдать справедливость джентльмену удачи, назвавшемуся Иоанном XXIII. Он попытался бороться за единство церкви. В ноябре 1414 года в вольном имперском городе Констанц под председательством папы Иоанна XXIII открылся церковный собор, где поставили вопрос об упразднении троепапства. Однако созыв собора стал роковой ошибкой Косы. Дело в том, что новый понтифик не утратил пиратских привычек. Он накапливал огромные богатства, в частности, наладил грандиозный бизнес на индульгенциях, письменных отпущениях грехов, развязывал грабительские войны, предавался неимоверному распутству. В конце концов, о чудовищных пороках папы заговорили и простолюдины, и князья, и короли. В ходе заседаний собора Иоанн XXIII понял, что его бурные похождения и неприглядные дела стали достоянием широкой гласности. Папский престол под ним зашатался, и он все больше и больше терял почву под ногами. Иоанн XXIII тайно отправил гонца к своему союзнику герцогу Фридриху Австрийскому с просьбой дать ему убежище в случае бегства из Констанца. Собор Констанцы постановил, что отныне высшим церковным органом станет съезд церковных иерархов, то есть собор, которому будет подчиняться и папа. И папа решил на крайнюю меру. Решился 20 марта 1415 года, почувствовав шаткость своего положения, Иоанн XXIII, переодетый конюхом, тайно выехал из города и направился в Шафгаузен, резиденцию Фридриха Австрийского. Приехав туда и расположившись в неприступной городской крепости, он отправил письмо императору Сигизмунду, в котором сообщал о своем бегстве. Иоанн XXIII рассчитывал на то, что это известие приведет к распуску собора, поскольку на нем отсутствовал папа. Но собор не распустили, а к папе направили для переговоров послов, которые должны были убедить его вернуться в Констанц, а также напомнить о том, что еще совсем недавно папа обещал отречься от престола, если это будет выгодно церкви.
в Констанце считали, что наступил именно такой момент. Но Иоанн XXIII потребовал за свое отречение высокую плату, сохранить за ним Болонью и прилегающие к ней земли. Также он должен был остаться кардиналом с доходом в 30 тысяч золотых дукатов в год. Ему должны были выдать индульгенцию с прощением всех его грехов, не только совершенных, но и тех, которые он может совершить в будущем. Выслушав папу, послы тотчас отбыли в Констанц, где обо всем доложили императору Сигизмунду. Император, человек решительный, приказал немедленно готовиться к войне с Фридрихом Австрийским. Сигизмунда поддержали церковные иерархи, по настоянию которых собор предал Фридриха анафеме. А спустя некоторое время войско Сигизмунда, насчитывавшее 30 тысяч воинов, выступило в направлении Шафгаузена. Иоанн XXIII и Фридрих Австрийский бежали из города, а сам город сдался на милость имперских войск, которые стали разорять и грабить владения Фридриха. Тем временем в Констанце продолжались заседания собора, и 2 из них были посвящены допросам свидетелей по обвинению Коссы. Свидетели давали такие показания, что даже видавшие виды следователи не решились внести их в обвинительный акт. Собор предъявил Иоанну XXIII обвинения из 72 пунктов. Однако эти обвинения предъявить было некому, поскольку Иоанн XXIII все еще находился на свободе. Обладая колоссальным состоянием, он привлек на свою сторону некоторых крупных феодалов, в том числе правителей Бургундии и Лотарингии. Но силы все же были неравны, и скоро союзники папы один за другим стали сдаваться Сигизмунду. 17 мая 1415 года Иоанн XXIII был пленен во Фрибурге, куда он бежал из Шафгаузена. А еще раньше, 14 мая 1415 года, на специальном заседании собора папа Иоанн XXIII был лишен всех прав и передан в руки правосудия. 29 мая суд вынес окончательное решение по делу Иоанна XXIII. В нем бывший папа назывался неисправимым грешником, безнравственным распутником, вором, убийцей, кровосмесителем, нарушителем мира и единства церкви. Коссу заключили в Готлебенскую крепость, находившуюся в швейцарском городе Тургау. Папу Растригу ожидала камера-одиночка с единственным окном, выходившим в крепостной коридор. Всякое общение с миром запрещалось, и единственным, кого теперь видел Косса, был тюремный надзиратель, приносивший заключенному пищу. Новый папа Мартин V приказал перевести своего бывшего друга в еще более надежное узилище. 17 мая бывший папа был предан под неусыпный надзор давнего врага Коссы Людвига III, который заточил его в крепость Мангейм. Условия содержания в Мангейме были очень суровы. Коссу охраняли 2 немца. Узник же не знал немецкого языка, и заключение превратилось для него в пытку. Если бы не Има, которая, подкупая тюремщиков, навещала Коссу, он вряд ли бы выдержал обрушившиеся на него испытания. Отправленный в тот Лебен, Косса обнаружил, что там же содержится Ян Гус, преследование которого начал именно Косса. Но великого чеха сожгли заживо, а экс-папа через 3 года воспользовался политической ситуацией. Когда через несколько лет отношения между Сигизмундом и Людвигом III испортились, с помощью верной Иммы Косса договорился с курфюрстом
Вестфальским, что тот выпустит его на свободу за 38 тысяч золотых флоринов. Сумма была громадная, но речь шла о жизни и смерти, и торговаться не приходилось. Это была лишь малая часть состояния Коссы. Перед отъездом на собор в Констанц, где должна была решаться его судьба, папа побывал во Флоренции, где хранил свои сокровища. Он сдал богатство на хранение доверенному человеку и отбыл в Констанц на суд кардиналов. Святые отцы католической церкви, как мы знаем, отлучили Балтазара от папского престола, но звание кардинала за ним сохранили. Вернувшись во Флоренцию, бывший папа потребовал сокровища обратно, но доверенный человек сделал недоуменное лицо и мне сдал богатство на хранение папа римский Иоанн XXIII. Ты же, Балтазар Косса, которому я ничего не должен. Кардинал был сражен столь откровенным вероломством. Богатства он лишился. Воистину, что посеешь. По некоторым сведениям, человек, которому перешло огромное состояние, принадлежал к семейству Медичи. Впоследствии оно станет одним из влиятельнейших кланов Европы, вершивших судьбы многих государств и народов. А восхождение Медичи к вершинам власти началось с вероломного захвата богатства, награбленного бывшим папой во времена его пиратской молодости. Бывший папа Иоанн XXIII приехал во Флоренцию и был принят Мартином V. Косса на коленях просил у папы прощения, заверяя его, что он не имеет никаких претензий к новому папе и обещает никогда не претендовать на престол святого Петра. Но верный себе, он попросил у Мартина V откупного и получил красную кардинальскую шапку и снова стал именоваться кардиналом Балтазаром Коссой. Балтазар Косса жил вместе с Имой в одном из прекрасных дворцов Флоренции. С этого времени никаких сведений о нем больше не имеется. Говорят, в последние годы жизни Балтазар каялся в своих грехах и писал философские стихи о бренности бытия. Умер Балтазар Косса на свободе во Флоренции 22 декабря 1419 года, и ему были устроены пышные похороны. На могиле Балтазара Коссы воздвигнута часовня, выдающееся произведение скульптора и архитектора Донателло. На могильной плите лежит позолоченная маска Коссы, ниже герб Иоанна XXIII. Под ним высечены из мрамора кардинальская шапка и папская тиара. Надпись гласит: «Здесь покоится прах Балтазара Коссы, бывшего папы Иоанна XXIII». Вот так, друзья. Вот такая сегодня история и такое знакомство. Так что пишите комментарии об услышанном, увиденном. Ставьте лайки, дизлайки. Да, мне, как я говорила выше, важно ваше мнение. А я всем желаю мира, здоровья, добра и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока.